Сейчас зайду что-нибудь попить, куплю. И, наверное, я даже не удержусь и куплю пиво, потому что местного разлива. Потому начинается наук. А почему бы и нет? Так. Ну, потом буду с ним ходить тут. Сколько времени-то? Ну, уже 6:30, в принципе. Ладно. Можно сразу и пиво. Интересно, какое тут бы взять. Надо что-нибудь такое. Возьму вот это вот легенькое. 3,5% лайт. Но у него прикольный вкус, он чем-то на эль похоже. Мне нравится. Ну и там калорий типа поменьше чуть-чуть. Посмотрим. Короче, да, сейчас в Севене пиво куплю. Потом дальше пойдем гулять вдоль рынка. В общем, начались какие-то фишки. Точнее, эти фишки, наверное, уже были. Но просто я их раньше не замечал. Сначала нас заставили ходить из кабинета в кабинет. То есть представьте себе ситуацию, в которой ты просто ходишь из класса в класс, которые пустые, которые ничем не отличаются. Но ты по расписанию должен сначала в один кабинет пойти, потом в другой, потом в третий, короче, отвести все уроки. То есть ты с утра должен приехать и... короче, и так каждый день. То есть это стало напоминать какой-то психологический эксперимент. Потому что, это совершенно бессмыслица какая-то. И единственный смысл, который я мог в этом увидеть, это то, что мной просто манипулируют и меня просто дрессируют, как зверушку какую-то. То есть тебя заставляют делать то, что не имеет никакого смысла, но ты должен это делать, потому что тебе сказали. Все, у тебя нет выбора, короче. Вот. Потом начали выясняться какие-то другие подробности. Например, оказалось, что... Сейчас я переключу камеру. Оказалось, что вообще, в принципе, из кабинетов, из своего кабинета или из классов, вообще из корпусов школы, выходить на улицу нельзя, кроме определенных перерывов на покурить, там 15-минутных каких-то, и такие свинушки ходят, и одного обеденного перерыва. То есть получилось так, что получается, что ты сидишь как бы на закрытой территории, и твои передвижения вообще ограничены в принципе. То есть ты не можешь просто пойти там посидеть на лавочке буквально, то есть у тебя нет урока, но ты должен сидеть за столом и делать вид, что ты работаешь. Ты не можешь просто пойти и там погулять там куда-то, не знаю, там в магазин сходить. И реально, то есть там как бы школа здесь часто устроена так, что это большая территория. Не знаю, зачем я говорю в камеру, когда у меня микрофон отдельно прицеплен. Короче, большая территория с несколькими корпусами. И вокруг, в принципе, прикольно, такие поляны, какие-то там эти пальмы, беседки. Но если ты садился в какую-нибудь беседку там посидеть снаружи, то к тебе просто приходило сообщение от начальника, который говорил тебе: не сиди там, иди к себе в кабинет. Такие прикольные пироги, не пироги, пицца, не пицца. Надо поесть что-нибудь будет купить. Вот, то есть, и подумайте сами, ты просто выходишь на улицу, во двор школы, садишься на скамейку, и тут каким-то образом тебя просто сразу вычисляют. Причем казалось, что там везде стоят камеры, и мало того, то есть по всей территории школы ездят специальные машины со специальными людьми, которые следят за учителями. То есть реально за тобой идет постоянная слежка, вообще непрерывная. То есть чем ты занимаешься, все это куда-то заносится, и тебя, в принципе, за это могут, за невыполнение
за невыполнение каких-то там правил тебя могут, в принципе, даже доказать, я так понял. То есть, тебе могут там написать выговор, а если тебе сделают 3 выговора, тебя, в принципе, вообще могут просто тупо уволить. Просто за то, что ты посидел на скамейке там 3 раза, вот, не вовремя, когда не должен был этого делать. Короче, вот это было мое самое первое столкновение вот с тайцами по-настоящему. Они оказались ужасными людьми. Реально, то есть, точнее, не обычные тайцы, как бы, да, то есть не все, а тайцы, которые обладают хоть какой-то властью, точнее, которые дорываются до власти, они этой властью пользуются на все 200%. То есть они не просто будут там что-то улучшать, там, исправлять, а они будут просто гнобить всех, кто ниже себя, короче, потому что они этим занимаются, потому что для них это кайф, как бы, то есть, вот, в общем, это азиатчина, на самом деле, дикая, и про которую я дальше потом буду еще больше рассказывать. Вот, то есть мои первые впечатления от работы в школе, это то, что меня заставляли ходить совершенно по-дебильному, по пустым кабинетам, преподавать через интернет, и не разрешали выходить на улицу, короче, и следили за мной постоянно. Это было уже дико само по себе. Вот здесь уже вот эти вот ступы, или как они там называются, уже такие постарее, поросшие кустами. Это тоже прикольно. Сейчас приближу, приблизиться покажу. Вот. Короче, я сразу говорю, что я редактировать, скорее всего, ничего вообще не буду просто так выкладывать, потому что мне не хочется этим заниматься. В общем, да, потом, по-моему, да, вот это было еще даже, может быть, при старом директоре, при первом директоре. А потом появился новый. А это вообще отдельная тема. Короче, когда где-то появляется новый начальник, то первое, что он делает, он начинает вводить какие-нибудь свои там новые правила, нововведения. Короче, он делает что-нибудь, чтобы показать, что теперь все будет по-новому, что теперь он начальник, и что все, нужно все менять, короче, и теперь все будет намного круче. Вот. Он, то есть людям не важно, даже если что-то, вот, допустим, работает, да, налажен механизм какой-то там, то есть вот там взаимодействие, там, не знаю, там, расписание, что угодно, короче. В общем, если что-то работает, какой-то организационный процесс, по идее, ты не должен его как бы менять, да, то есть ты должен его изучить, как бы, то есть, если все нормально, зачем его трогать? Но у них, у тайцев в голове совсем по-другому. Нужно сказать свое слово. Это самое главное. Поэтому обязательно нужно начать. Видишь, что говорят? Говорят, оказывается, здесь нельзя пить и курить. Здесь нельзя курить и пить. Буду здесь сидеть пить. Cannot drink beer there. Have to drink here. Короче, переключусь пока на себя. Дошел до участка на рынке, где какой-то таец громко орет, что нельзя ни курить, ни вейпы, ни сигареты и алкоголь нельзя пить, штрафуют. Поэтому сейчас я сижу, допью пиво, потом дальше пойду. Новый начальник собрал нас всех в большом актовом зале, чтобы нам очень громко что-то сообщить. То есть весь персонал. Тайцев, китайцев, кого угодно, фарангов. А фаранг — это белый человек. Не белый, вообще иностранец, типа меня. И что он нам сообщил? Нам сказали, что теперь наша школа берет курс на то, чтобы стать лучшей школой в Таиланде. И что мы будем брать для подражания какую-то школу, какую-то государственную школу, лучшую государственную школу в Лондоне,
где дети, из детей вообще вырастают лидеры и прочее, да. И потом нам включили получасовой документальный фильм про эту школу в Англии, где, ну, реально, то есть тут дети носители языка, да, то есть на английском, то есть они там ведут какие-то дебаты, ну, такое, то есть очень, ну, крутая школа, действительно, пусть она как бы и государственная, но как бы крутая. И вот после этого нам директор, короче, взял микрофон новый, сказал, что все, вот через полгода наша школа будет вот такой же. Наши дети будут вести дебаты на английском. Короче, все будет как в Англии. Вот, и это была следующая стадия, да, то есть познание тайского сознания, скажем так. То есть, во-первых, они оказались очень, то есть они очень любят гнобить и очень любят контролировать. При этом они, ну, абсолютно тупые, как бы, то есть, потому что, ну, не все, но вот все вот эти вот начальники и прочее, то есть они реально не отличаются каким-то особым интеллектом, просто потому что, ну, то есть интеллектом не отличаются, потому что, ну, генетика, видимо, там, воспитание, а почему они при этом как бы оказываются, ну, на руководящих каких-то должностях, потому что здесь все как бы, то есть, ну, как я уже сказал, делается через семейные узы, через клановые связи, большие знакомства или тупо за взятки, короче, по-другому никак. Вот, то есть и вот этот вот сынок предыдущего директора, который вообще абсолютно не разбирается, я так понял, ну, не разбирался ни в образовании, ни в чем вообще, то есть просто был какой-то, ну, балбес, короче, переросток. И он им сказал, что мы за полгода сейчас сделаем из этой школы вообще школу номер один, лучше, чем в Англии, короче. Это было нечто. Ну, а потом дальше пошло совсем уже какая-то, ну, совсем какой-то бред. То есть там были расклады с каникулами. Да, то есть, короче, нам, да, такая фишка, что, ну, в общем, это, по-моему, были новогодние каникулы, кажется, были. В общем, должны, по идее, сообщать, то есть сроки они могут как бы менять, ну, по закону это нормально, как бы, то есть, ну, устанавливать сами, когда именно каникулы, когда заканчивается семестр, когда учителя могут выйти на отдых, да, но они должны об этом за месяц сообщать. Тайцы, по крайней мере, в таких школах чаще всего этого не делают, то есть они тянут до последнего. Опять же, то есть, я не знаю, они делают это специально, чтобы поддержать напряжение и как бы показать, какие они начальники, или просто потому, что они вообще об этом не думают. Короче, ну факт есть факт, что до последнего тебе не говорят, когда у тебя будут каникулы, когда ты будешь отдыхать. Короче, ты просто тупо сидишь и ждешь, короче, каждый день новостей. Вот, и наконец-то нам сказали, что вот там через 2 дня у вас начинаются каникулы. Все, естественно, побежали сразу покупать билеты. Там особенно, ну, здесь очень много филиппинцев работает. Филиппинцы побежали покупать билеты там на Филиппины, хоть как туда добраться, потому что там всего там 10 дней. Им хочется съездить там Рождество там отпраздновать. Ну, они католики же, кто они там, отпраздновать с родней. Все побежали покупать билеты. А на следующий день, то есть это после обеда, короче, нам в один день говорят, да, что вот там, типа, через 2 дня начинаются каникулы. А на следующий день с утра нам говорят, что ой, нет, каникулы не начинаются, что вместо этого вам нужно пройти мастер-класс, тренинг по преподаванию онлайн, потому что директор решил, что вы вообще в этом ничего не понимаете, как бы, хотя мы уже занимались этим там несколько месяцев, и вам обязательно нужно пройти мастер-класс. Все, то есть, короче, завтра каникулы не начинаются, то есть у людей уже куплены билеты. Да, то есть людям уже нужно, ну, то есть уже все, собраны вещи. И тут им говорят, что нет, как бы, то есть вот директор приказал, и вы обязаны, короче, завтра приехать в школу на мастер-класс, на тренинг. Абсолютное безразличие вообще к тому, ну, к человеческим, как бы, ну, к жизням, каким-то, к планам, еще к чему-то, вообще плевать. Вообще, совершенно. Что с тобой будет, короче. Вот.
Но, как мне сейчас кажется, это было сделано намеренно. То есть это была, опять же, такая манипуляция, издевательство. То есть это просто издевательство, показать свою власть, как бы, то есть это, ну, то есть это просто, ну, как бы это, то есть это человек, который такое делает, то есть, как бы, как я считаю, это уже, как бы, ну, можно такого человека назвать психопатом клиническим, то есть, как бы, у них это нормально, то есть, у них вот эти начальники, они реально психопаты, короче, просто они какие-то, ну, ненормальные, короче. Но они все здесь такие, по большому счету, как бы, то есть, у них у всех, потом я об этом буду рассказывать, у них у всех проблемы с эмпатией, а эмпатия это, как бы, ну, способность чувствовать то, что чувствует другой человек, правильно? То есть, вот у них с этим большие проблемы. У кого еще с этим большие проблемы? У детей, потому что у детей чувство эмпатии до какого-то момента оно еще не развито, да? Вот, то есть как бы и вот тайцы, они вот такие же, короче, но об этом позже в следующих видео. Короче, мы приехали на следующий день, естественно, на этот мастер-класс, и оказалось, что никто из тех, кто его должен проводить, о нем тоже ничего не слышал до предыдущего дня. То есть явно, что это было сделано просто для того, чтобы просто тупо нам покомпасировать мозги, причем конкретно. Просто испортить, короче, каникулы, да? Они сами не знают, что делать, поэтому там просто посидели, что-то они там что-то на ходу придумали, какие-то пауэрпоинты там сочинили, показали, и все, и мы пошли на каникулы. И вот после каникул я понял, что все, короче, пора из этого места сваливать. И в какой-то момент с меня просто хватило, я просто тупо реально, то есть свалил. Как это получилось, сейчас тоже расскажу. В общем, просто в какой-то... да, вот еще один момент. Все это время я работал нелегально. Почему нелегально? Потому что они сначала тебя нанимают, подписывая с тобой контракт, в котором написано, что первые 3 месяца это испытательный срок. И потом они начинают собирать постепенно документы на то, чтобы тебе сделать разрешение на работу, рабочую визу, но собирают они это как бы так, чтобы, короче, не собрать, и чтобы этого не сделать за эти 3 месяца, потому что, короче, по закону, если, то есть им сложнее будет от тебя избавиться, если у тебя уже есть все эти документы, как бы и прочее, да, то есть как бы, ну, уже нужно будет как бы, ну, что-то там доказывать, да, то есть они могут быть, ну, у них могут быть неприятности в принципе, вот, а если ты работаешь нелегально, то ты как бы на самом деле не работаешь, то есть первые 3 месяца ты работаешь на нелегале чаще всего, вот, и как раз у меня эти 3 месяца подходили к концу, то есть, ну, в принципе, я так понял, что меня собирались оставлять и прочее, но короче, я немножко просто забил на всю эту тему схождения по кабинетам и просто сидел в одном и том же кабинете и просто преподавал разным классам, потому что какая разница, как бы, то есть никто же все равно не видит. Вот я сел в одном кабинете и сижу как бы целый день, и мне нормально, как бы, вот. И меня кто-то спалил, и просто на меня кто-то донес и сказал мне, короче, мне опять приходит там гневное сообщение, вот тебе там выговор за то, что ты не следуешь правилам, вот этим дебильным. Короче, выговор. Там прям реально, то есть сделали мне выговор. Причем это был мой второй выговор. До этого был еще один, когда я запретил писать, не помню, какой-то там филиппинке, по-моему, или кто, которая типа какая-то тоже там была координатор или что-то такое, мне в нерабочее время в Фейсбуке. Да, вот, почему-то в этой школе была такая фишка, что нас всех заставили добавиться в друзья к кому-то там. В общем, короче, опять же слежка, потому что, то есть, они могли смотреть, видеть все, что мы пишем в Фейсбуке, вся наша активность, да, и в Фейсбуке, ну, но как бы все это подавалось под видом того, что мы вот через Фейсбук, вся коммуникация у нас проходит. И, короче, они задолбали, они постоянно писали там поздно вечером, ну, в нерабочее время, и я просто там какой-то там вот этой вот, не знаю, там, кому, сказал, чтобы она вообще мне не писала после 4:30, потому что у меня, ну, рабочее время заканчивается, все, как бы это мое частное время, я не хочу, чтобы мне кто-то писал. Мне за это сделали выговор, причем письменный выговор. И второй выговор мне сделали за то, что я, типа, сидел в кабинете, короче. В общем, я решил не дожидаться третьего и просто посреди рабочего дня сел на свое это электроколесо, моноколесо, и поехал через всю провинцию, через весь город домой.
Вот, короче, это был мой первый опыт вот, трехмесячной работы в тайской школе.